Привет всем, меня зовут Надя, и спасибо, что зашли на мой канал и смотрите это видео. И сегодня я решила начать новую рубрику, которая будет называться «Корзинка узоров». То есть видео будет про узор, а не про одно какое-то конкретное целое изделие. Я уже сделала заготовочку для своего первого узора. У меня вот такое круглое донышко и поднятый первый ряд. И если вы первый раз на моем канале и только учитесь вязать, то как связать круг и как сделать первый ряд стеночек вы найдете внизу. Под этим видео будут все ссылки. Итак, давайте начнем. Пряжа у меня это бисквит, цвет еловый. У меня ролик, соответственно, я его уже начала. И первый узор, который я буду вязать, будет узор елочка. Но цвет еловый, и узор будет елочка. Крючок я буду использовать номер 9. И давайте делать первый ряд узора. И как я уже сказала, я сделала первый ряд, это обычные столбики без накида, и я соединила первую и последнюю петлю этого ряда бесшовным методом. И перехожу к узору. Вставляю крючок на ряд ниже, подхватываю рабочую нить и провязываю воздушную петлю. Дальше я возвращаюсь на шаг назад и вставляю крючок в этот ряд. Подхватываю рабочую нить, вытаскиваю и делаю обычный столбик без накида. Фактически из этих двух петель и состоит весь узор. Повторим еще раз. Отступаю один шаг, следующую петлю на ряд ниже, подхватываю, провязываю обычный столбик без накида. Возвращаюсь на шаг назад, вставляю крючок в этот же ряд, подхватываю, провязываю. Снова на ряд ниже, подхватываю и провязываю. И в этот же ряд, вот она эта петля, вставляю, подхватываю и провязываю. И так вяжем до конца ряда. И я подхожу к концу ряда, у меня остаются последние две петли. На шаг вперед и на шаг назад. Сейчас я буду соединять этот узор. Соединяю я его своим бесшовным способом. Вытаскиваю петелечку подлиннее, вставляю крючок вот в эту косичку. Ее здесь очень хорошо видно. С изнаночной стороны. Подхватываю вытянутую петлю. Делаю ее еще побольше. И накидываю на корзинку. Петлю затягиваю в 2 приема. Раз. И 2. Вот так соединился первый ряд. Вот оно соединение. Второй и последующие ряды вяжутся одинаково. Вставляю крючок вот в эту точку, откуда выходила петля предыдущего ряда. Делаю воздушную петлю. Эта петля играет роль петли на ряд ниже, которая была в первом ряду. Делаю шаг назад. У меня в данном случае это соединение. И вставляю крючок уже под соединение. Подхватываю нить и провязываю. Вот так вот получается. Снова ищу точку, из которой в предыдущем ряду выходил столбик без накида. Вот она. Вставляю туда крючок, подхватываю нить, делаю столбик без накида. И затем возвращаюсь на шаг назад, точно так же, как и в предыдущем ряду. Вот она, эта петля, ее здесь тоже хорошо видно. Вставляю крючок, подхватываю нить и провязываю. То есть получается у нас 2 петли, они как бы обхватывают вот этот вот предыдущий элемент в предыдущем ряду. Последние петли во втором ряду. И число петель вот в этом круге должно быть четным, если вы делаете узоры из 2 петель. Для того, чтобы вот здесь вот не оставалось лишних петель, для того, чтобы узор хорошо сходился и хорошо соединялся в бесшовный узор.
Ну и я снова делаю бесшовное соединение. Точно так же, как в предыдущем ряду, вставляю крючок вот под эту петельку, подхватываю рабочую петлю, вытаскиваю ее наизнанку, делаю петлю побольше и накидываю на нее корзинку. Петлю затягиваю. Но уже видно, какой получается узор. Я свяжу еще несколько рядов. Снова делаю первую петлю. На шаг назад. Провязываю. Точно так же, как в предыдущем ряду. Первую петлю мы делаем в то место, откуда выходит в предыдущем ряду вот этот вот диагональный столбик. Подхватываю, провязываю. И затем делаю вторую петлю вот сюда вот. И таким образом получается вот такая косичка. Как бы она обхватывает элемент косички предыдущего ряда. На ряд ниже, на шаг назад в этот ряд. Мне кажется, очень легкий узор. Главное правильно сделать самый первый ряд. На ряд ниже, на шаг назад. Опять вяжу 2 последние петли третьего ряда. И не перепутайте место вкалывания. Вам нужно вставлять крючок вот сюда, не сюда. Это будет место вкалывания для следующего ряда. Вставляем крючок на ряд ниже, провязываем петлю. И снова делаю соединение. Ну и первая часть этой корзинки у меня закончена. Вот посмотрите, как получается корзинка таким узором. Узор очень плотный, то есть стеночки держат очень хорошо. Шов у меня проходит вот здесь, с лица его не видно. Давайте посмотрим изнанку. С изнанки шва тоже не видно. Узор с изнанки тоже повторяет эти же колоски, как и с лица. Ну и если мое видео оказалось для вас полезным, то не забывайте ставить ему лайк, а также нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующую часть этой корзинки. Ну и спасибо за внимание. Пока-пока.